Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу, как я произвожу процедуру замера и при необходимости регулировку схождения передних колес на экскаваторе-погрузчике. Так как не все зрители имеют технические познания, я просто обязан немного пояснить по углам передних колес. Многие, в основном собственники техники, не знают, что такое развал и схождение передних колес. Отсюда и странные вопросы появляются. Давайте для начала вспомним или вновь узнаем, что это такое на примере экскаватора-погрузчика. Первое. Развал передних колес. Это отклонение колеса от вертикальной плоскости. У каких-то машин он один, у каких-то другой. Этот угол можно найти в книжке по конкретной машине. В частности, у экскаваторов-погрузчиков развал передних колес никак не регулируется, так как конструктивно не предусмотрена регулировка. В случае, если развал на экскаваторе-погрузчике отличается от нормы, то следует заменить изношенные втулки или подшипники шкварней. Второе. Схождение – это отклонение положения колеса от продольной плоскости трактора, и оно, естественно, регулируется. Угол схождения передних колес на разных экскаваторах-погрузчиках может быть разным. Данную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации экскаватором-погрузчиком, либо у дилера определенной марки машины. В частности, на экскаваторе-погрузчике Volvo семейства BL развал составляет 0 градусов и схождение 0 градусов. Имеется несколько способов измерения схождения передних колес на экскаваторе-погрузчике. Данная процедура ничем не отличается от легкового автомобиля. Данную процедуру можно выполнить на стенде, однако я таких стендов не видел в нашей стране. Но скорее всего они где-то есть. Лично я провожу измерения так. Для начала определимся. Если это исправный экскаватор-погрузчик, никакие детали не менялись, а нам просто нужно проверить схождение передних колес и при необходимости отрегулировать, то достаточно измерять расстояние между внутренними частями дисков сзади и спереди. Это нужно делать на уровне оси. Так как по дискам измерять неудобно, я это делаю по внутренним сторонам шин. Но при этом диски должны быть прямыми, без крупных вмятин, шины ровные и одинаковые. Измерение нужно проводить в одинаковых точках, иначе точного измерения не получится. И так как я знаю, что схождение у Volvo BL составляет 0 градусов, то разница между расстояниями А и Б должна быть от 0 до 5 мм. Если разница составляет более 5 мм в положительную или отрицательную сторону, то нужно выполнить регулировку схождения. В случае, если передние диски имеют многочисленные вмятины, а шины имеют порезы и неровности, то есть другой способ. Приподнять переднюю часть трактора, подложить под передний утяжелитель надежную подставку, к примеру, крепкие брусья, и опустить трактор. При этом передние колеса должны быть в подвешенном состоянии. Снять колеса, к корпусу бортовых редукторов прикрутить ровные планки, например, из металла или деревянной брусья. Только это нужно сделать одинаково с обеих сторон. И теперь уже замеры проводить между данными планками. В процессе измерения схождения главное не показание конкретного расстояния, а именно разница между передними измерениями и задними. Поэтому данную процедуру можно выполнять даже крепким шнурком, не имеющим способности растягиваться. Лично я раньше всегда замерял расстояние рулеткой, а сейчас делаю это лазерным дальномером.
При помощи лазерного дальномера эта процедура выполняется удобнее, быстрее и результат получается точнее. Теперь рассмотрим случай, когда экскаватор-погрузчик мы видим впервые и не знаем его состояние. Либо заменялись детали рулевого управления, поворотные кулаки и так далее. В этом случае для начала нам нужно определить среднее положение гидроцилиндра рулевого управления. Для этого мы измеряем длину штоков с обеих сторон. При помощи руля выставляем штоки в среднее положение. Все, расстояния равны. Теперь замеряем расстояние от одного нижнего шкварня до другого. Делим это расстояние пополам и отмечаем центр моста. На некоторых моделях экскаваторов-погрузчиков на мосту имеется отливка посередине. На каких-то хвостовик переднего редуктора имеет центральное положение, но не на всех. Отметку следует делать в том месте, где будет в дальнейшем удобно производить измерения. Для примера, спереди моста. Теперь измеряем расстояние от внутренних сторон шин спереди до центральной отметки. Либо от внутренних сторон шин сзади до центральной отметки. Это вообще не важно. Нам нужно определить отклонение передних колес от продольной оси трактора. А дальше, исходя из результатов измерения, определяем, какую из рулевых тяг укорачивать или удлинять. Наша задача добиться одинакового расстояния от центральной точки до левого и правого колеса. Когда среднее положение колес установлено, можно приступить к проверке схождения. Для этого замеряем расстояние между внутренними сторонами шин спереди и сзади. И при помощи рулевых тяг добиваемся одинакового результата. Если тяги находятся сзади моста, выворачивая шарниры из тяг, мы удлиняем их. И, естественно, расстояние между внутренними поверхностями шин увеличивается, а между передними уменьшается. Тем самым угол схождения становится больше. В случае, когда тяги находятся спереди моста, выкручивая шарниры из тяг, схождение уменьшается, а расстояние в передней части увеличивается, а в задней уменьшается. Важно не пытаться отрегулировать схождение только одной тягой, так как из-за этого изменится число оборотов руля в каждую сторону, и в какую-то сторону колесо не будет полностью поворачиваться. А нужно укорачивать или удлинять ту тягу, колесо которой находится не в среднем положении. Либо обе тяги пропорционально. Ну тут, думаю, все понятно. На экскаваторах-погрузчиках с управлениями на 4 колеса, которые имеют такие функции, как след в след, крабовый ход, регулировка углов немного сложнее, но также можно произвести в полевых условиях при помощи подручного инструмента и измерительных приборов. Опять же отмечу, вариантов много. Я в данном видео говорю о тех, которыми пользуюсь сам и считаю более простыми и точными. Итак, на экскаваторе-погрузчике с управлением на 4 колеса начинать регулировку, считаю, нужно с задней оси. Для этого нужно переключить переключатель на панели,
положение управления только передними колесами. Проехать небольшое расстояние. Так же, как и на переднем мосту, развал задних колес не регулируется. При отклонении угла развала от нормы нужно заменить шкварня либо втулки или подшипники. Затем, по аналогии с передними колесами, установить штоки гидроцилиндра рулевого управления в среднем положении. Найти центр заднего моста. От центра замерить до левой внутренней стороны колеса и правой. Тем самым можно определить, какое колесо отклоняется от продольной оси трактора. При необходимости добиться одинакового расстояния, регулируя рулевые тяги. Найти в справочниках углы установки колес данного экскаватора-погрузчика. Затем, замеряя расстояние между внутренними сторонами задних колес, спереди и сзади, установить нужный угол при его наличии, либо выставить в ноль, регулируя тягами. После завершения регулировки схождения задних колес можно приступить к регулировке передних колес по аналогичной схеме. На самом деле, ничего сложного тут нет, главное понять принцип регулировки. После завершения регулировок можно проверить правильность установки колес еще одним методом. Установить все колеса прямо. В справочнике найти ширину колеи передних и задних колес. В основном они отличаются. В большинстве случаев ширина колеи передних колес больше, чем задних. Определяем разность колей и делим на 2. Протягиваем шнур от передней части переднего колеса до задней части заднего колеса и при помощи рулетки или линейки мерим расстояние до заднего колеса при касании шнуром задней части переднего колеса. Если показания линейки сходятся с расчетными, значит схождение отрегулировано правильно. Повторяем данную процедуру с другой стороны. В данном видео я описываю способы, которыми сам пользуюсь. Конечно, имеются и другие варианты. Углы установки колес, которые я знаю и смог найти, представлены на экране. Более точную информацию по конкретной модели можно найти в справочнике к экскаватору-погрузчику. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра, пока!